Адвокационную кампанию можно считать успешной, если были достигнуты ваши адвокационные задачи, которые вы поставили себе на этапе планирования, то есть разработки адвокационной стратегии. Оконченной же адвокационная кампания будет тогда, когда будет достигнута адвокационная цель. Цель у адвокационной кампании, как правило, одна. Исходя из определения правозащитной или любой гражданской адвокации, целью общественной адвокационной кампании может быть, например, добиться принятия или, наоборот, отклонения какого-то закона или законопроекта, или добиться учета интересов вашей группы бенефициаров при формировании, скажем, общественного совета при каком-нибудь госоргане, то есть включение в его состав представителей вашей группы бенефициаров, или выделение государственного финансирования на какую-то сферу общественной жизни. Например, на центры обучения интернет-грамотности для пожилых или кризисные центры для жертв семейно-бытового насилия и так далее. Планируя адвокационную кампанию, нужно разбивать ее на этапы задачи. Чем больше будет таких задач, тем лучше. Так будет легче замерять успешность вашей стратегии, своевременно вносить коррективы в ваш адвокационный процесс. В построении адвокационной стратегии в качестве задач и целей я рекомендую на берегу формулировать четкие, желаемые окончательные результаты как ориентиры, так называемые индикаторы успеха. Например, в ходе одного учебного курса в Казахстане, ментором которого я являлась, у одного из участников предлагаемой адвокационной целью было выработать предложение по приведению законодательства и практики по вопросу отказа от военной службы по убеждениям в соответствии с международными обязательствами страны. И в качестве индикаторов успешности своей стратегии он наметил такие. Индикатор первый. Законодательство Республики Казахстан признает право на отказ от военной службы по убеждениям, а именно в законе о воинской службе и статусе военнослужащих гарантировано право на отказ от военной службы по убеждениям. Статья такая-то закона о воинской службе и статусе военнослужащих, предусматривающая увольнение с воинской службы, пересмотрена с принятием отказа от военной службы по убеждениям как основание для увольнения. Статья такая-то Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за отказ от военной службы, не содержит отказа от военной службы по убеждениям в качестве основания для привлечения к ответственности. Индикатор второй. Отказникам от военной службы по убеждениям предоставляется освобождение от службы и при желании предоставляется альтернативная гражданская служба, соответствующая международным стандартам. Индикатор третий. Военнослужащим предоставляется право на выборочный отказ от военной службы, если предоставленное место службы или участие в конкретной операции противоречит его убеждениям. Как видим, индикаторы успешности сформулированы утвердительно в настоящем времени и звучат как уже реализованные, то есть состоявшиеся. В данном примере намечено 3 индикатора. И если в первом это законодательные условия, то второй и третий индикаторы показывают, как желаемый результат будет выглядеть на практике для бенефициаров или носителей этого права. С такими индикаторами, чем четче они у вас будут, вам легче будет следить, не сбились ли вы с пути, и помнить о конечных бенефициарах ваших адвокационных усилий, о людях. То есть за законодательными изменениями видеть и их практическую значимость и важность. В данном примере каждый из индикаторов можно брать за самостоятельную адвокационную задачу, составляя под нее отдельный план реализации. Для закрепления понимания успешной реализации адвокационной кампании приведу еще один пример. Во многих странах существует практика лишения людей с психосоциальной инвалидностью дееспособности. Эта практика законодательно закреплена, но не отвечает международным стандартам в области прав человека. Целью адвокационной стратегии в данном случае будет не просто отказаться от института недееспособности в законодательстве,
но помнить о сопутствующих потребностях бенефициаров, наиважнейшего права человека, на правосубъектность, то есть право иметь права. Его как раз и лишаются на практике люди, лишаемые дееспособности. Но помимо этого должны уважаться и сопутствующие социальные, медицинские, юридические и другие потребности самих людей с психосоциальной инвалидностью. Отказаться от практики лишения дееспособности будет недостаточно. Конечной целью и успехом такой адвокационной кампании должно стать удовлетворение социальных, медицинских, образовательных, правовых и других потребностей людей с психосоциальной инвалидностью, без лишения при этом их дееспособности. Немаловажно также понимать и принимать, что на реализацию вашей адвокационной цели, такой, как, например, в нашем тут примере, могут уйти годы. И это нормально. Давайте будем реалистами. На реализацию адвокационной кампании нужно закладывать достаточно времени. То есть практиковать не проектное, а программное мышление. Но иногда даже при достаточном времени адвокационную кампанию могут затянуть непредвиденные обстоятельства, которые, однако, стоит пытаться учесть по максимуму еще на этапе планирования. Это то, что называют рисками. Одним из таких обстоятельств может стать отзыв жертвы нарушений прав человека своей жалобы. Так бывает, если ваша адвокационная кампания строится вокруг судопроизводства по какому-то кейсу. В этом случае успех такой тяжбы зависит, как вы понимаете, и от желания жертвы разделить с вами вашу стратегическую задачу, а не мотивироваться только личными интересами. Как правило, судебные тяжбы чаще являются составляющей большого адвокационного процесса. И адвокационный процесс при этом может стать как результатом такой тяжбы, так и наоборот. То есть сначала у вас может появиться кейс, из которого вырастет адвокация, или наоборот, в интересах адвокации вы подберете кейс для судопроизводства. Стратегическое судопроизводство в области прав человека, его также называют судебная адвокация или стратегические тяжбы, это спланированные, последовательные действия, направленные на изменение проблемной ситуации вокруг одного или нескольких прав человека посредством отдельного, возможно, затрагивающего нескольких жертв или череды однотипных кейсов. Через обращение по нему или им в суд или аналогичный судебный механизм, получение необходимого решения и последующей его имплементации на системном уровне. И все это при активном взаимодействии с гражданским обществом и активистскими сообществами. В тех же случаях, когда жертва отказывается по каким-либо причинам продолжить свое участие, дело может остановиться, а с ним и приостановиться или прекратиться весь адвокационный процесс. Желание жертвы нарушений прав человека нельзя игнорировать, даже если от исхода этого кейса зависят судьбы других бенефициаров. В случае, если вы работаете с жертвами нарушений прав человека, объясняйте им изначально ваш интерес продолжить работу за рамками их кейса на системном уровне, для того, чтобы человек понимал вашу адвокационную задачу и мог или согласиться с ней, или нет с самого начала. Если же так случилось, что работа с кейсом стала невозможной, используйте план «Б». Каким он будет, стоит продумать в самом начале, чтобы не прерывать адвокационные кампании. Например, вы можете иметь на примете другой аналогичный кейс, герой или героиня которого согласятся начать по нему судебную тяжбу с вашей помощью. Другим обстоятельством, которое может замедлить вашу адвокационную кампанию и которое нужно учитывать, это изменения в штате госоргана, с сотрудниками которого вы успели выстроить нужные вам адвокационные отношения. Для исключения или минимизирования такого риска рекомендуется строить адвокационные взаимоотношения не с человеком, а с должностью, то есть общаться по переписке, подкреплять договоренности официально. В этом случае даже при смене штата останется документальная память, на которую вы всегда сможете сослаться. Еще одним обстоятельством может оказаться изменение финансирования вашего адвокационного проекта. Для исключения или минимизирования такого риска
Адвокационную кампанию стоит планировать с минимальными затратами на базовые адвокационные потребности, чтобы даже при недостаточном финансировании процесс мог продолжаться до улучшения вашей финансовой ситуации. В таком случае предупредите ваших партнеров по адвокации, представителей госорганов, о сложившейся ситуации, но продолжайте поддерживать с ними связь в любом случае. Таким образом, для последовательного течения адвокационной кампании еще на этапе планирования следует продумать все возможные риски, которые могут отразиться на ее последующем ходе. Также периодически, уже по ходу адвокационной кампании, стоит проверять, могут ли какие-то обстоятельства замедлить ее течение. Главное не сдаваться, а адаптироваться к переменам. На этом уроке мы затронули вопрос успешности адвокационной кампании. Успешной будет адвокационная кампания по достижении намеченных задач, а оконченной по достижении намеченной цели или целей. Задачи рекомендуется формулировать в утвердительной форме в настоящем времени. Так они будут вдохновлять вас по ходу вашей кампании и позволят оценить достигнутый результат на его соответствие намеченным в свое время целям. Никто не обещал, что адвокационный процесс будет легким. По его ходу могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Лучше их предвидеть заранее, чтобы продумать альтернативные варианты решения адвокационных задач. Если вы работаете с жертвами нарушений прав человека, уважайте их мнение и обсуждайте свои адвокационные намерения с их планами. Оценивайте свои силы и финансовые потребности. И не сдавайтесь.